Мы приехали в Крупский район к Жене Корневу. Завтра у нас по плану инструментальное осеменение. Женя покажет какие-то свои. Ну, секреты, наверное, не покажет. Не, ну я думаю, что можно такое. Что-нибудь такое, да. Ну так, Не, мы просто не тільки для покажем, мы себе. расскажем, как мы работаем. Так слушайте дальше, пошли. Идем. Женя вообще корняковод. Но нет, да и... просили мы его слезно привезти сюда Бакфаст, чтобы он нам осеменил. Мы сюда привезли улей с племенным трутнем. Пошли к трутню. Друзья, мы привезли с собой племенного трутня Бакфаста. Хотя Женя был не очень рад этому, но все-таки благодаря нашим таким отношениям хорошим, он позволил это сделать. Дно перевернутое, сделали им сетку, снизу тоже сетка. Чтобы пчелы не запарились, везли мы сюда 550 километров из Гомельской области. И завтра мы будем брать маркиновского трутня и осеменять маток гута. Тех маток, которых будет делать Женя, а он уже занимается этим, по-моему, лет 8, что ли. Он И Женя молодец, он один из лучших в Беларуси. 3 года он обучался у господина Лоца в Польше. И, наверное, лет 5, а может больше, здесь уже занимается корняководством, инструментальным осеменением. Ты не против, если мы тебя пропиарим? Я абсолютно не возражаю. Я скажу проще. Есть такое понятие, вот все думают, что все в интернете. На самом деле не так. Все мелкие пчеловоды, они не в интернете. И все Это наши ты про себя говоришь, мелкий пчеловод? Нет, и все наши клиенты, А то я множество запутался. клиентов, да, они не знают, что такое интернет. Это наш сегодняшний будет ужин. Горит костер. Будем сейчас делать шашлык. Кто это у нас? Какая порода? Эстонка. А, это эстонка. А чего? А, она от меня убегает. Не любишь. Ты, как и хозяин, не любишь пиара, да? Очень шикарное место. Красота. Сочетание деревенского стиля с современными технологиями. Ты опять подошел из-под тишка и начинаешь снимать? Конечно. Я в нарядном костюме, подожди, я сейчас переоденусь во фрак, и тогда можно будет снимать. Наоборот. В общем так, друзья, мы когда поехали в Германию в прошлый раз в апреле, Андрей взял с собой костюм, и я в Кирхайне себя чувствовал как абсос, а он ходил в костюме за $500. Ладно, за $500, ты себе это придумал, за 50. Да, конечно, Хуго Босс. Это было только чехол от Hugo Boss, что ты придумываешь? Женя не доделал свою работу, мы как бы приехали с вечера, и вот он сейчас доосеменяет, так сказать, маток. Решили немножко снять здесь. Давайте посмотрим, что он делает, может что-то прокомментирует. Андрей будет задавать вопросы, я буду снимать, а Женя будет отвечать на эти вопросы, и, ну, наверное, что-то мы увидим интересное, я думаю. В основном это польской линии, Неска, Юга, мы работаем в основном с ними, Альпейка. Это карника. Да, это карника, да, пачка наша в основном вся на карнике. Вот, мы работаем только с карникой, не могу ничего сказать. Всех пчеловодов Да. на Бакфасте просим переключиться на другой канал. Вам будет неинтересно. Согласен. Да. Хорошо. Карника. Почему Неска? Как учитель учил, так оно, наверное, сказать проще, в детстве был сникерс вкуснее. Так же и здесь. Кто учителем был? Да. Учитель мой был Криштоф Лоц. Я могу сказать честно, это мой действительно учитель. Учитель, который мне дал вот эту вот дорогу в жизнь. Были в гостях у Брауза, гостили у него, там общались, он нас обучал каким-то своим нюансам, рассказывал. Я ему задал вопрос, как много он обучает людей в день, в год, какое количество учеников к нему приходит. Он признался, говорит, раньше я очень сильно переживал, что если ко мне кто-то пришел обучиться, а потом вдруг раз и перестал заниматься.
очень много было желающих, которые приходили к нему учиться, и он отдавал много времени тому, чтобы обучить начинающих каким-то азам, основам. И потом говорит, что сильно переживал из-за того, что они станок искусственного семенения ставили в шкаф, он покрывался пылью. Ну и, соответственно, говорит, сейчас я не беру новичков. Вот многие пчеловоды начинают заниматься искусственным семенением, реально не понимая то количество инвестиций, временных, усилий, энергии, сил, времени, которые надо потратить на искусственное семенение, чтобы заниматься этим качественно хотя бы в рамках своей пасеки. Вот. И очень многие, к сожалению, покупают станки, вкладывают оборудование, а потом оно пылится. Поэтому я вижу, что похоже, наверняка у Леса точно такое же отношение. Приходят многие, наверняка он многим дает какую-то информацию достаточно открыто, но остается в профессии, ну, в этом направлении единиц. Правильно я понимаю? Ну да, Андрюх, ты действительно правильно сказал, да. И на все вот это вот глобально окунуться у меня ушло полноценных 8 лет. Полноценных 8 лет. Обалдеть. Действительно, чтобы я вышел на этот уровень. Самое главное, мы ушли давно от классической схемы. Мы никогда не осеменяем сейчас в данный момент 8 микролитров, 6 микролитров, которые мы делаем 2 на 2. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя олимпийский рекорд в день? В день? Ну, если бы, конечно, мне подносили, уносили, можно было бы до 200 догнать. Но мы как-то не заморачивались по поводу. Ну вот, например, вчера мы осеменили 130 маток. Но у нас технология идет двухкратное осеменение, поэтому на выходе сразу выходит, сразу дели на 2. Вот так началось у нас утро первого дня инструментального осеменения. С чая, с мелиссой, серебряными ложками и медом. Женя уже трудится. Сколько время сейчас, Жень? 7:30, наверное. 8 уже. Ну, уже много. Много проспали. Вчера здесь маток продали. Сегодня надо подкинуть. Ты сейчас маток подсаживаешь, да? Пока в клеточках, да. Через 3 дня мы их попробуем выпустить и посмотреть, как они примутся. Толечки. Ты как подсаживаешь? Сейчас Расскажи. тепло. Сейчас тепло. Мы можем поизгаляться просто наверх. Когда прохладно, можем вот так вот сделать. Чуть на спичку. На сколько ты дней ставишь? 3 дня. Через 3 дня клапана только открываешь? Или ты их сразу? Я не открываю клапана, я просто сдвигаю в сторону. И они прогрызают канди и выходят. Ну, это такие кормушечки, чтобы сейчас было бы холодно. А вон батя идет, сейчас он нам покажет, да? Если бы сейчас холодно было бы, и чтобы хорошо подать Олег, матку. ты нам ведерко несешь посмотреть, да? Да. Вот если бы сейчас холодно было, мы бы сейчас еще сверху вот так вот полбаночки бы им на подкормочку для приема лучше матки сделать. А там покажи в банке, что там, отверстие? Здесь 3 дырочки. Ну, наверное, по 2 миллиметра отверстие. От 1,5 до 2. Вот мы так ставим. Поставили. Маточка висит. Но в данный момент мы вот как подвесили матку, как правило, ничего не даем. Ну, я понял. Ну, взяток же есть сейчас. Нет. Нет у вас здесь? Не то, что взятка Сейчас же нет. там крушение. Есть. Сейчас взяток есть, идет небольшой. Вот. Но смысла сейчас нету, потому что начнут подливать, и они все высосут за 3 дня. А вот на 3-й день, когда мы будем открывать, вот тогда мы наливаем полбаночки сироп, тогда им даем. Даже можно, как мы делаем, мы не боимся. У нас маток много, поэтому не боимся. А для начинающих можно за пару часов прийти, поддать и через пару часов уже открыть маточку. У нас эти отводочки сидели больше 7 дней. Тут у них, мы когда делали, повыходило все, что можно. Вот. И мы их уже обрабатывали перед первой подачей молочной кислотой. Вот. Ну вот в этих еще Обрызгивали, да, я так понимаю?
Да, Ну, мелким. пшикалкой, да. Да. Тут еще нормально все было, как бы, ну там упало там 3, 4, 5, а в первом упало 30. 30 клещей, да? 30 клещей, да, для такого объема, для такой рамочки. Это то, что я насчитал, а то, что там Давай Да. посчитаем, смотри. куда-то разлетелось. 4 рамки это килограмм пчелы. Килограмм пчелы это 10 тысяч штук. Если у тебя упало на 10 тысяч 30 клещей, ну-ка, Андрей, Ну, начинается. какой это Ты начал, процент? ты заканчивай. Хитрецы. Скажем, Подожди. этот процент гораздо больше, чем во втором отводке. Ну, Я думаю, это не важно. Ну, 30 клещей на 10 тысяч пчел, это, по-моему, 0,3%, если не ошибаюсь. Это нисколько. Ну, просто нисколько. Ну как, все равно? Не, Больше- ну больше. все равно, но это вообще как бы не критично. Если это, конечно, 0,3%. Сейчас мы посчитаем и запишем. Вот эти вот мини-плюсы, это нам сделал Юра. Подсадил туда, вывел маток карнику от материнки из института цели. Вот. Но подсадил ее на бакфаст и дал маловато пчелы там. Конечно, 1, 1,5, 2 рамки. Я еще боялся, что у меня мало. Так у меня там вообще бомба. нет, количество пчелы, это Вот, трутень прилетел, ты сел на руку. здоровье, Ну. успех. Андрюх, открывай, лови маток. 17, Я чувствую, 70 давай. штук буду до обеда. 17, еще 70. А что 17? Ну 17 целевских. Какая разница, ловить-то всех надо. Мои все в клетках сидят. А, да? А, Конечно. вообще круто. Мои все Только меченые видно в уже, клетках. Солнце уже становится высоко. Всегда надо на тень держать. На солнце никогда вот так вот нельзя показывать. И тогда ее спокойненько брать. Ты спряталась. На тень. На подбрусочек лезет. Стеснительная девчонка попалась. Ампула с чем же? Натрий хлорид. Физраствор, короче. Да. Ты ежедневно новую открываешь, да? То Да, есть каждый повторные не путаешь. Только для мытья там что-нибудь в станке притереть и все такое остальное. Я видел, ребята еще берут более большие емкости, и из них там, знаешь, по медицински. О нет, это мы уже, Плавали знаем, да? Да. Не вариант. я даже, ну как-то Я понял. не по-медицински, да. Цивильность на первом месте. Потому что когда делаешь большую партию маток, это может потом быть чревато большой последствий. Первый пошел. Сейчас вторая уже. Я пока оставляю клеточки, да? Нет, выпускай сразу, чтобы они ее сразу шик. Ты просто вот так вот открываешь, ложишь и закрываешь, и забываем до завтра. Хорошо, все, окей, сейчас закрою. Чтобы она уже просыпалась и медленно уходила вниз. Хорошо. Андрей Васильевич, легкая ли это наука? Да просто, блин. На какое количество трутней сегодня в мире стало меньше? Трутня от Пьера. Начался геноцид трутня. Глаз не прикупляли. Вкусил? Да, прямо в века засадили. Вот сюда, по-новому вниз.
Ну, жало было на верхнем веке. На верхнем. Это же я его скинул уже. Когда ты утекся, Да, вот это с нуклеуса, что ли, пчела? Да. Не знаю. Как она тебя полюбила, твой бакфаст. Осеменен. Таковые это... Они там сидят, бакфасты эти? Их там жалят, да? Может, их надо через канди в клеточку выложить и посадить? Андрюха, как ты думаешь? Не знаю, еще их в клуб взяли и держат. Ну, взяли, и понятно, что взяли, они будут им толком. Андрей несет осемененную маточку. Сейчас мы ее поместим в нуклеус. Кто у нас тут? Это карника, да? 9-я, Кирхайн 365 материнка. Так это не 9, это 92-я. Вот 9-й. Следующий пошел. 18-е. Андрей, собирай. Это Женины клетки, которые в этом году будут все использованы. Это вощина, которую он делает сам. Да-да, не смейся, там выдам все твои секреты. Будешь знать. И это тоже. Вощина толстая, хорошая. Я тогда всем расскажу, что вот это твои ППУ уля, которые ты тоже делаешь сам. Мы с Андрюхой к тебе приедем, купим 2 бочки химии и нальем себе ульев. Долейте. Приезжайте, да? Только не бейте. Да. А расскажи про фишки, которые ты приклеиваешь. По какому принципу ты отметки ставишь? Зелененькие, не зелененькие? Фишки? Не, ну эти уже старые фишки. Сейчас эти фишки мы не используем. А потом, когда начинаем там, например, изоляторы ставить, и смотрим, семья какая сильная, сколько клеща сыпануло. Вот, если мало, клеща сыпануло, как бы, зелененькую. Хрясь там, например. Ну, все супер, все будет. А если до хера, ну, под контроль можно взять ее, под более. И потом пролечиваем, смотрим, можем повторно раз что-то пролечить. Вот. А если клеща мало после изоляции сыпануло, то мы уже не лечим повторно. Одного раза достаточно. Когда основное лечение? И основное лечение у нас начинается 20 июля. Это самое главное. Июля. Июля? Да. То есть изоляция у нас происходит 20 июня, А когда 25 матку, да? да, мы начинаем закрывать маток. И с 20 по 25 июля мы открываем. Понятно. А семьи сильно проседают? Ничего не приседает абсолютно. Пчела не изнашивается за счет того, что нет расхода. Ну, да, она наоборот, меда больше у нее. Вот. А разницы никакой нет. А потом она, когда матка выходит, да, у нее, наверное, бзик или что происходит, она просто как дурная начинает. То есть от начала до конца вот все там 10 рамок, они все в расплод. Хорошо, а если Ну, подлили буквально меду? там за неделю, 1,5 недели. Все, эта масса потом выходит, она здоровая, и вы зимуете 100%. Сколько в этом году? подлить- Как ты из зимы вышел в этом году? Что, погибло что-то? Штук 5, наверное, только. Из скольки? Из 200. Ну, круто. Если подлили, что вы делаете? Вынимаете мед, ставите вощину? За период, пока матка была. Если подлили, ну и смотрим тоже, что по взятку, то
визуально. Это мы уже на второй тачок приехали. Да, и мы выпускаем Сколько здесь? видео. Раз, два, три, четыре. Вот. И мы можем там, например, 5 рамок чисто По делать, 30. ну, так вот через раз. Где-то 30 здесь, да, Женя? Да, везде Семейство. по 30. По 30? И на том было 30? Да, и на том будет. Я понял. И все. А если взятка нету, то, как правило, можем это только суши накидать. Вот на третий тачок Жени приехали. Всюду по 30 у него. По 30. Там еще стоят. Пошли, Демарик. Демарик, открывай. Что тебе, семью? Да, давай посмотрим, что там у тебя есть. Что ж они тут в лесу? Могут принести хозяина. Ну, Работают они на хозяина или нет? эти работают, как ни странно. Достанешь рамочку? Давай я подержу. Там даже некоторым по 3 поставили. Ты по 9 рамок, да, ставишь? Да, по 9. Но я в 12 рамочниках у себя по 10 ставлю. Ой, по 11. Тоже на рамочку меньше. Ну, как спокойно. Один я в 10-рамочных ставлю 10. Как плохо последний, судя по всему. Просто неудобно. Мы ножами распечатываем паровыми. Так они раздувают рамку, если Да. меньше, да? Боковая. Подлита. Вот уже начинают закрывать. Видишь, везде он. Где какая в ройку, вот тут есть одна. Ну, вот, от нее ничего не остается. Других. Ну что, Ну что вы в качестве... забирай то, что тебе надо, да поехали. Надо еще 20 маток осеменить. А ты себе сколько еще Ему надо хотел? привиться, я Не, семить ему. себе я быстро сделал. Мне по 2 У него лежат там целый, не скажу сколько маток, Да? но десяток в пару. Ну, мы посмотрим. Там у меня есть юга, я хочу, не знаю, я еще думаю, какими-то днями ее, наверное, погнать. Ну вот. Ну, тоже, видишь. Ты ждешь вдохновения. Залили. А тот залит нижний? Много. Здесь можно, кстати, вот, наверное, вдохновение вот это я возьму. Интересно довольно. Нижний, конечно, залит. Если верх не залитый, то 100% нижний уже залит. Так, ну что? А давай посмотрим в третьем. Есть что-то? Давай. Это вип-картсмены на этом точке. О, понял. Надо всем ставить третий. Ну-ка сними корпус, давай посмотрим, что во втором. Давай. Ты боишься, что там два пустых, Женя нас дурит, Дурит останется в истории. Ютуба. Дымни. Вот, может, даже я отсюда пацанов возьму. Ниже будем опускаться? Нет, ну просто подними какую-нибудь. Да любую с центра. Но еще не запечатали, да? Лишь расплод. Матка наваляла. Где? Ну, зашла. А как она сюда А, попала? Женя без решеток. Без решеток? Да. Было свободное место, отстроили, а все остальное залито. Она поднялась и разошлась. Видно, гнездо подлили. У меня тоже такое бывает. Ты тоже без решеток? Ну, у меня было пара улиц без решеток, я решил проэкспериментировать, дать матке свободу, сей сколько захочешь. Ну и надо отдать должное, эти семьи очень быстро выросли весной. Правда, она зашла как-то по эллипсоиду, так, из основного корпуса вверх. Второй корпус тоже цепанула. Все, я отключаюсь. На этом мы заканчиваем репортаж, да? Всем пока. Ну и как тебе ночное пчеловодство? Бомба. Бомба. Вообще, можно сэкономить кучу времени днем, согласен? Все делает ночью, на самом деле. Не понял. Она спит еще, что ли? Аккуратненько. Да, Да. пускай спит. Уже побежал, видишь. Все, я ее на дно бросил. Замечательно. Кого ты подсадил?
Пола Юнгельса или кого-то еще. Давай посмотрим. Пол Юнгельс 299. Супер. Так, И сколько еще маток осталось? Может, ну его, пошли? Не, никуда мы не пойдем. Матки очень хорошие будут. Мы их осеменили Пьером. Пьером, да. Ди Как это его? Пьер де Ты, Кёниг. Король, короче. Просто король. Андрей, ну-ка смотрите. Держу, сейчас секундочку, да я возьму. Вон мисочка была. Я Подожди, держу эту рамку. дай мне посмотреть, там, чтобы не было мисок больше. А то побьют всех наших маток. Да, эти труды коту под хвост. Ну-ка давай. Понимаешь, что ты с закрытыми глазами найдешь дорогу к этому улью. Давай 13-ю. 13 твой любимый номер. Нет, это не мой любимый номер, но Но это счастливый, судя по всему, твой счастливый номер. да. И мы посмотрим, как самочувствие. Просто я знаю, что именно эту я осеменял. Вон она. Давай Вот. посмотрим. 13 номер. Самочувствие. Это у нас Все в порядке. Пол Юнгельс 299 Да. Б-299. и осеменена, еще раз повторимся, Пьером Карденом. Пьером, да, с Маркина. Пьер де Кёниг. В общем, нам здесь понравилось, здесь все очень круто на самом деле. Женя с папой сейчас обсуждают. Они недавно делали серию маток 60 штук. Осеменили по своей технологии, подсадили 60 штук. Угадай, какой процент заяцевал, как они говорят. Ну, если ты сейчас скажешь, что 60, Я не скажу, мы подойдем посмотрим, какая яйцекладка у этих маток. 60 все работают. все 60.